Stand a rolling man in a roll both night and day. Stand a rolling man in a roll both night and day. Lord, ain't got no woman, baby, in the world to roll this way. I'm a man who roll when the seagulls on a tree. I'm a man who roll when the seagulls on a tree. Lord, ain't got no one. Ooh, Lord, roll his way. Beautiful. Thank you. Спасибо, Лука, здорово. Великолепно. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас сегодня в гостях Лука Джордано. Блюзмен, фронтмен, солист, автор песен, гитарист и просто поистине творческий человек. А также Евгений Колбашев, концертный директор. Да. Еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Good morning. Good morning. Good morning. Пожалуй, продолжаем. У нас есть один очень хороший, интересующий вопрос. Во всяком Почему случае, вас сравнивают с Джимми Джонсоном? Well, that's a good question. I love Jimmy Johnson. Jimmy Johnson is one of the fathers of the blues from Chicago. And I had a review from a festival. I played in a festival in Belgium. And there is a famous producer, and he's the director of a magazine from Belgium, Back to the Roots magazine, and he wrote beautiful show. This guy reminds me of Jimmy Johnson. His playing reminds me of Jimmy Johnson. So from there, people say that I remind them Jimmy Johnson when I play, and it's a great compliment. Он слышал, да, про это, что его сравнили. Это было, но Джимми Джонсон — это великий музыкант. Один из, так сказать, ему 90 лет. Сейчас и он еще выступает. И вот он где-то играл там на фестивале в Бельгии, и я там организатор и редактор блюзового журнала отозвался о его игре, что он мне напоминает игру Джимми Джонсона. Вот, собственно, так его сравнили, ну, наверное, похож. Видимо, по стилистике игры, манера игры на гитаре, может быть, именно в этом? Guitar playing, like Jimmy, Johnson a lot. Well, that's typical Chicago blues, West Side Chicago. Because in Chicago you have South Side Chicago, which is more muddy waters, involved like это вот такой чикагский стиль, там есть разные. Вот такой южный чикагский стиль, как Muddy Waters, собственно, это традиционный блюзовый стиль. Хорошо. Такой момент. Вы очень много говорите о Чикаго. И мы знаем о том, что пока вы были в Чикаго, у вас была возможность со многими авторитетными музыкантами поработать. С кем? Расскажите об этом опыте. When you stayed in lived in Chicago, you met a lot of legend and famous people, and you played with somebody of, this. Yes. Well, when I was in Chicago, I was lucky to meet George Benson. I didn't play with George Benson, but I met him in some clubs. I played with Jim Belushi, famous actor from Hollywood. Yeah. But my real experiences were I played with Muddy Waters drummer. I've been touring with him for 3 shows. And I played with Bob Stroger, which is Jimmy Rogers' bass player, and Otis Rush for sure, which is one of my idols. So I had the chance to perform with a lot of people, that it's very rare to see and to meet. So I was blessed to be there. Он, когда жил, он встречался со многими музыкантами, там со всеми, может быть, он играл, как, например, Джордж Бенсон. Он с ними играл, но он с ним встречался, там еще с кем-то, с Джим Белуши, с актером известным, и музыкантом и прочими, но ему посчастливилось уже тогда поиграть, когда он был молодым, с барабанщиком Мадди Уотерса и там с Бобом Строджером, великим музыкантом, которому тоже 90-е, который тоже гастролирует там с кем-то еще, я уже забыл, что он сказал, но не суть. Ну, там, на самом деле там очень большой, широкий перечень тех самых мировых звезд. Добавить, что вот тех, кто приезжает сюда, в Россию, которых я привожу, там, там Крис Кейн, Джеджи Тимс, там Джимми Бернс и так далее, Карлос Джонсон,
Ну, то есть мы берем, допустим, их из Америки, привозим сюда, но иногда из Европы. То есть у них также европейские туры есть. И почти со всеми, с этими артистами, ну, когда они в Европе, обслуживает группа Луки. То есть они ездят по всей Европе там с теми же артистами, которые потом, ну, которых я привез сюда. В том году в Грузии вот, фестиваль там в Лагодехе был, и я туда его предложил, он поиграл, и потом мы просто знаем друг друга давно и работаем с одними и теми же музыкантами. В принципе, он играет со многими американскими и работал, и работает, плюс продюсирует свою личную, личную группу с концертами. Так что, в общем, мы давно друг знакомы были, а вот тур первый по России. Первый по России тур? Как вам в России? Отличается ли как-то российский зритель от зрителей там, Европы? Okay, what И do you think about Russia? I'm loving it. I'm loving it. This is beautiful. Even though I was in Brazil 2 weeks ago. It was summertime, so I was like, I'm gonna get ready for some cold. But people here is so warm that I forgot the cold. So. Ему нравится, вот, как бы он же вот первый раз в России, но, например, в Бразилии, перед поездкой сюда он был в Бразилии, где было лето и жарко и прочее, он думал о том, что ему надо готовиться к этим холодам, но здесь оказалось такой теплый прием, что, в общем, холод никакого не испытывает. Да, и люди довольно теплые, да, насколько я услышал, да, хорошо воспринимают. Замечательно, тем более прошел концерт. Какие города входят в этот тур ваш? Да, где побывали? Какие города? У нас сейчас всего 15 концертов. Так. Сегодня, когда вчера? Вчера, да. Вчера был, по-моему, 5-й. 5-й. Ну, была Москва, 3 концерта в Москве, потом был Калининград, сейчас был Новосибирск, потом это сибирская часть тура, значит, там, ну, Барнаул, Томск, Новокузнецк, Кемерово, потом будет Сочи. И снова в теплышко. Сочи, да, потом будет там что-то Север, Киров, Коряжм, Архангельск, Екатеринбург и один концерт очень странный, последний в Москве. Понятно. Почему странный? Потому что он будет проходить первый раз вместе очень интересным. То есть мы даже его особо не рекламируем в Москве. Он такой ну как бы не то что закрытый, его делают мои друзья из известной старой советской еще группы «Кукуруза». Это музей РЖД, где вагоны, вот, допустим, вагон Ленина, вагон Сталина. Там есть вагон, где эксклюзивно выступают только вот отдельные музыканты, то есть прямо в вагоне. То есть это все-таки это закрытое, да? Но нет, это не то, что закрыто, просто он небольшой, там вместимость, поэтому мы не рекламируем особо, только друзья музыканты туда придут, как бы завершение тура такое будет, ну джем, грубо говоря. Хорошо, отлично. Но это очень здорово, поэтому, да, к сожалению, время не такое большое. Дорогие друзья, да. У нас сегодня с нами в гостях был Лука Джордано. Блюзмен, гитарист, солист, автор песен и просто хороший человек. Beautiful man. И Евгений Колбашев, концертный директор. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Mama, there's a ride for you. Come on, baby. Any way you do, that's alright. Well, alright now. Well, alright, pretty mama. Any way you do. 3 times 7, that makes 21. Come on, baby. We gonna have some fun, that's alright. Well, alright. Well, alright, pretty mama. Any way you do. Well, alright, pretty mama. Any way you do. Alright, baby. Well, alright, pretty mama. Any way you do. Браво! Thank you so much. Beautiful.
Доброе утро, да. Доброе утро. 4 февраля, то есть вчера в баре-ресторане «Бочкари» состоялся концерт одного из лучших блюзменов Европы Луки Джордано. И, собственно, он у нас сегодня в студии. А вместе с ним Евгений Колбашев, концертный директор. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Good morning. Good morning. Good morning, my friend. Вот, Thanks ну, for that. давайте, наверное, еще разочек расскажем, что это действительно блюзмен, гитарист, фронтмен, солист и автор песен, да, который проявил себя как один из выдающихся талантов на сцене европейского блюза, играя как собственную музыку, так и каверы лучших исполнителей мира. Вот такой замечательный Лука Джордано. Говорят, Хорошо. говорят, что вы один из лучших блюзменов Европы. Вы согласны с этим? I agree that you are one of the best guitar player, I mean bluesman in Europe. That's what I heard. Он об этом слышал. Хорошо, великолепно. Ну, Где вы родились? Расскажите о своей Why семье. was born? Talk about something about your family. I was born in Italy. I'm Italian. I was born in Italy from a family from Calabria. And my father was listening to a lot of B.B. King stuff. О, B.B. King. So since I was a little kid, I started to grow up having this sound in my ears. And then I loved this, and I had always this dream to go to Chicago or United States, and I did it. Yes. I went to live in United States, and I stayed there for 4 years when I was like 20, and I started there to learn this job from the real guys. And I was lucky enough to meet all these people that I used to listen in my CD. You know, home. Yeah. So when I arrived in Chicago, Rosa's Lounge, this beautiful club owned by an Italian, all these legends of the blues, they were there drinking beer, so it was amazing. You know? Окей, он родился в Италии, он итальянец, вырос в районе Колумбии, и у его семьи, отец особенно, его слушал постоянно музыку блюза, B.B. King, например, и прочее, поэтому он с детства это любовь к блюзу получил и как бы потихоньку развивался. У него была мечта всегда побывать в Чикаго, откуда, собственно, все это дело. И ему это удалось, когда он еще был молодой, лет 20. Он переехал туда, жил несколько лет там и соприкоснулся с настоящим уже блюзом. Он играл иногда в каком-то там из клубов, где, когда он видел, что в клубе сидят все вот эти вот легенды, и вот он так потихоньку, шаг за шагом, к блюзу и пришел. Где вы учились играть на гитаре? Очень превосходно. When I started, Where or when? When? like I said, I was a little kid home and started to listening all these records from B.B. King, especially from B.B. King and Otis Rush, and I started to play by myself with tapes and CDs. That's how I started. And then I started with a local band from my little city called Teramo, and then I went to the university in another city, and I had my first real band, and we were doing pretty good, like semi-professional, but I was working as a computer teacher too. Oh. Yes. So later in life I had to decide, you know. After the university I worked a couple of years, and I was already working semi-professional with this band. But then I decided, you know, I wanted to take the risk, and I fired myself, and I went to live in Chicago, and I lived there for 4 years. Okay. Ну, он начал с детства самостоятельно. Причем, как я услышал на слух, да, что-то там да, на слух он да. подбирал с той музыки, которую он слышал на CD там, или кассетах, в основном B.B. King. И самостоятельно, то есть он сам учился, потом у него в школе была первая группа, он с ней играл, и они учились вместе. Потом он учился в университете, и он по профессии компьютерщик. У него был выбор, куда пойти, значит, что делать, но он в университете была тоже своя группа, где они играли постоянно. И вот так вот он, собственно, и выбрал эту. То есть, по сути, самоучка. Да, самоучка. То есть, наверное, такой вопрос хороший. А специально ничего не заканчивали, никакого там музыкального учреждения? Musical education. I self-taught by myself, for sure. And then during the years, I kept
working on it, and I attended some seminars. Ну, for sure. короче, он там потом через интернет какие-то уроки получал, учился только так, но он не ходил. По сути, получается, это у нас называется самоучка. No conservatory school, no music school. Никакой ни музыкальной школы, ни консерватории, как у нормальных, собственно, музыкантов. Всех главных перечислить, ни у кого его нет образования. For this kind of music, the best school is the stage. So, like Chicago was my Самая real главная school. школа — это сцена, и тем более чикагская, которая у него появилась, когда еще был молодым. А петь вы где-то учились? Вы очень здорово поете. Well, okay. When I was in Chicago, I was a sideman. That's how I started. I was playing guitar for singers. And I was looking, I was watching, and I was listening. So I started to, learn what does it mean to be a frontman. Because it's not only about the singing, it's about controlling the band, writing songs, express yourself, deliver your message, you know? Yeah. So, like I said, that was the best school. And even singing, yes, I'm taking some singing lesson, but basically I learn by myself, This kind of music is you learn by yourself, I think. То же самое, самостоятельно. Он сначала, когда он стал играть там в Чикаго, он был сайдменом, то есть аккомпаниатором, грубо говоря, он играл для того, кто пел, для певца, но он прислушался, слушал, и, собственно, проходил какое-то обучение, потому что ему хотелось стать фронтменом тоже, и певцом, и писать свои песни. Вот так вот постепенно, самостоятельно он и перешел и к вокалу тоже. Ну, your vocal is beautiful, you're playing for guitar. It's for God. Спасибо. Да, очень здорово, правда, очень хорошо получается. Но и тем не менее хорошо. То есть получается, у вас в семье, среди членов семьи никто не играл ни на каких музыкальных инструментах. No musicians in your family. Actually, my grandfather, from the side of the dad of my mother, was a classical player. So my mama had a classical guitar home. That's how I started a little bit. Okay. But I never got a lesson from him, but maybe it's in my blood. Дедушка какое-то отношение к этому имел, классическое у него, и поэтому он был папа, его мама, и мама имела классическую гитару, в принципе, вот это единственное, что... Вы родились в Италии, сейчас живете в... Now you was born in Italy, but now you live where? Well, I live on the road to Ring, but I'm staying in Brazil. It's been 4 years that I'm living in Brazil, and I'm staying between Brazil and Italy. Он живет в основном на гастролях, в дороге, но вообще-то вот он уже 4-й год как живет параллельно в Италии и в Бразилии. Ну, я бы сказала, что для итальянского бразильянца вы очень неплохо говорите по-английски. I speak good English. Because I lived in Chicago for 4 years. Долгое время, да, потому что он жил I в speak Чикаго. good Portuguese too. Португальский. Да, дорогие друзья, мы просим вас, не переключайтесь. В дальнейшем мы обязательно расспросим у Луки, что, как, зачем и почему, какие концерты, где он вообще бывал. Будет интересно. Не переключайтесь.